Утром туман лежал густым покровом, когда Кенджи вытащил свои небольшие деревянные лодку на скалистый берег. Его пес Кико плелся позади него, хвост вилял, нос был близко к влажному камню. Это был еще один тихий день у побережья. Ни звука, кроме плескания воды и криков чаек. Кенджи занимался рыбалкой в этих водах десятилетиями. Но в этом утре что-то казалось другим. В последнее время море было жестоким. Сети становились все легче каждую неделю, а цены на рынке едва покрывали и его топливо. Все же Кенджи выходил рассветом каждый день по привычке, или, может быть, из упрямства. Он верил, что океан всегда возвращает тем, кто его уважает. Когда он осматривал пляж в поисках бревен дрейфа, между камнями взгляд его зацепило нечто круглое и темное. Сначала ему показалось, что это валун, частично утопленный в мокром песке. Но чем ближе он подходил, тем заметнее становилась его гладкая, изогнутая поверхность. Это не была ни одна известная ему порода камня. Вещь оказалась огромной, легко размером с небольшую лодку, и ее очертания напоминали ракушку моллюска. Хотя ни одной улитки на земле не было бы так велико. Кенджи присел рядом с ней, отбрасывая песок своими перчаточными руками. Поверхность была грубой, посыпанной солью и барнаклс, как будто она лежала там десятилетиями. Когда он стучал по ней кулаком, она издавала пустой металлический звук. Это было странно. Ракушки не эхо. Он почувствовал дрожь в теле от волнения. Или от тревоги. Кико лаял резко, обводя раковину кругом ушами, прижатыми к голове. Он нюхал шов, проложенный посередине, и вздыхал, скучая. Кенджи нахмурился. Щель была достаточно широкая, чтобы просунуть руку, но внутри было темно. «Легко, парень», — прошептал он, гладя собаку по голове. Вероятно, просто мусор. Но даже произнося это, он не верил своим словам. Прилив поднимался, но Кенджи не мог уйти. Он приблизился ближе, освещая слабым лучом фонаря отверстие. Что-то внутри блеснуло тускло. Поймав свет на секунду, сердце его сделало маленький испуганный толчок. Он дальше наклонился и увидел искру металла глубоко внутри пустоты. Именно тогда он понял, что это вовсе не ракушка. Кенджи изучал себя, пытаясь разобраться, что к чему. Внешняя оболочка выглядела естественно, но внутренняя часть отражала свет, как отполированная сталь. Форма была намеренной, симметричной. Он видел всевозможные вещи, которые выбрасываются на берег. Сети, бочки, даже обломки старых кораблей. Но никогда не видел ничего подобного. Он стряхнул еще слой песка, чтобы открыть едва различимые бороздки, выглядевшие почти как произведенные человеками. Шов посередине, казалось, немного расширялся от каждой волной, словно объект дышал. Кенджи ощутил, как по спине пробежал холодок. «Не смеши», — пробормотал он. Этот предмет давал ему странное ощущение, будто он наблюдает за ним. Кико снова начал рычать, отступая к скалам. Инстинкты пса редко подводили. Он встал и осмотрел горизонт. Никого вокруг не было. Деревня еще спала, а туман сгущался, приглушая каждый звук. Кенджи вернулся к раковине. Ее коралловая кожа блестела под серым светом. Впервые за многие годы внутри него возник любопытство детское. Что может быть внутри такой вещи? Он полез в свой мешок за маленьким молотком и стал отбивать им по раковине. Звук был пустой, но глубокий, как стук по огромному металлическому барабану. Едва ли звучал эхо изнутри. Что-то явно было внутри. Приливы приподнимали его сапоги, подталкивая к быстрому действию. Он снова принял низкую позу, держал фонарь ровно и заглянул глубже в щель. Вновь блеск, но теперь не случайный, а фиксированное отражение. Он подставил свет сильнее, чтобы рассмотреть ближе. На мгновение показался угол, что-то квадратное, возможно. Пульс ускорился. Что бы это ни было, не от природы. Могло быть контейнером.
прошептал он. Но кто бы прятал контейнер внутри фальшивой ракушки? Кенджи отступил, обдумывая варианты. Он мог оставить это, сообщить в портовую контору позже. Но что, если кто-то еще возьмет на себя кредит за открытие? Он вздохнул, потер шею. Затем он решил действовать. Он решил позвать на помощь. Повел руку к скалам, помахал двумя дальними фигурами, тащившим сети поблизости. «Подойдите сюда!» — закричал он. «Вам нужно увидеть это!» Двое мужчин побрели по пляжу. Оба молоды для деревни. Они широко смотрели на предмет. Похоже на ракушку. Боги забыли перестать кормить. Пошутил один, пытаясь скрыть тревогу. Другой присел рядом и стучал по ней ручкой ножа. «Это не ракушка», — пробормотал он. «Чувствуется, что внутри металл». Они спорили, сообщать ли об этом или попытаться вскрыть их самостоятельно. Если это обломок кораблекрушения, возможно, принадлежит флоту, оказал один. Или контрабандистам, добавил другой. Кенджи молчал. Взгляд его был прикован к щели. Что-то в ней казалось намеренным, будто кто-то хотел, чтобы она слилась с окружением. Может быть, ее спрятали там специально, чтобы выглядеть безвредной. Они пытались вскрыть ее ломом, но раковина держалась крепко. Даже после очистки от черепашек шва почти не двигался, что внутри было запечатано очень долго. «Оставь это, асытутуси», сказал один из мужчин. Может быть опасно». Кенджи колебался, затем покачал головой. Если бы это было опасно, море уже забрал бы ее. Он достал маленький киркоподобный инструмент из своей лодки и начал работать по краю. Каждый удар отдавался глухим дребезжанием по камню. Шаг за шагом секция ослабла. Остальные помогали, отодвигая, пока не обнажили основание. Металлические петли, частично зарытые в песок. Пока они работали, Кика неожиданно начал лаять во весь гортань. Собака устремилась к ближайшим скалам, нос к земле. «Что с ним? Аратиаси?» — спросил Кенджи, идя за ним. Остальные последовали любопытно, но осторожно. У подножья скалы нашли ржавую веревку, уходящую в скалы, идущую прямо к ракушке. Кенджи тянул за нее, но она не двигалась. Веревка была старая, заплесневелая и заржавевшая. «Это не просто мусор», — сказал кто-то. Кто-то закопал ее здесь. Пульс Кенджи учащался. Он чувствовал, что стоит на краю чего-то важного, чего-то забытого. «Помоги мне копать», — сказал он спокойно. «Мы не уйдем, пока не выясним, что это за штука». Они копали почти час, руки обморожены от холода. Под черепашьей коркой и ржавчиной они обнаружили нечто, похожее на шарнир. Настоящий шарнир, тяжелый и механический. Кенджи наклонился ближе, стряхивая песок дрожащими руками. «Это контейнер», — прошептал он. Остальные обменялись взглядами, понимая, что наткнулись на нечто гораздо большее, чем ожидали. Сердце Кенджи стучало, пока они снова задвигали лом в стежку. На этот раз защелка заскрипела. Из зажженного воздуха вырвался шум, пахнущий солью и старостью. Звук застал всех врасплох. «Ты уверен в этом?» спросил кто-то. Кенджи кивнул. Что внутри должно увидеть дневной свет снова. Медленно он поддал раковину немного шире. Луч фонаря показал ткань, темную и тяжелую, сложенную аккуратно внутри. Кенджи осторожно протянул руку, пальцы касались влажной материи. Она не распадалась. Она была сохранена. Под ней находилась маленькая коробка, плотно закрытая металлическими застежками. Коробка тяжела была, когда он поднял ее. Ее стороны холодные и гладкие. «Похоже, прочная коробка», — пробормотал он. «Старая, но не разрушенная.
Их вынесли на берег, положив на плоскую скалу подальше от поднимающегося прилива. Трое мужчин окружили их, пока Кенджи пытался вскрыть ее. Застежки были тугие, но в конце концов дали. Водяной поток усталого воздуха вырвался наружу, неся слабый запах масла и водорослей. Что-то внутри было не потревожено десятилетиями, может, и дольше. Внутри контейнера лежали несколько слоев канвы, аккуратно сложенных, как будто кто-то собирался вернуться за ними. Под этим Кенджи нашел конверт, края которого пожелтели от времени. Он открыл его осторожно, обнаружив письмо, написанное старым японским почерком. Чернила поблекли, но читались до конца. Рот его сжался, когда он прочел первую строку. «Если ты найдешь это, меня не вернулась домой». Человек замолчал. Под письмом, завернутым в ткань, лежали золотые монеты. Десятки из них, каждая с чужой гравировкой. Из складок выпала фотография, на которой молодой человек в военно-морской форме стоит рядом с маленькой лодкой. Гордо. Кенджи узнал береговую линию на заднем плане. Это был тот же самый берег, на котором они сейчас стоят, его дыхание задержалось в горле. Кенджи сел на камень, смотря на фотографию. Лицо человека было серьезным, гордым, но глаза казались добрыми. «Моряк?» — прошептал он. «Может быть, из войны». Остальные медленно кивнули. Это звучало логично. Океан вокруг их деревни видел часть трагедий во времена Второй мировой войны. Кораблекрушения, исчезновения, истории, нашептанные старейшинами, но не подтвержденные. Он перевернул фото. На обороте аккуратным шрифтом были слова: «Для моей семьи, если я никогда не вернусь, помните, что я любил вас и старался». Горло Кенджи сжалось. Он подумал о десятилетиях, которые прошли, о бурях, что приходили и поуходили, пока это послание лежало похороненным под волнами. Это не сундук с сокровищами. Это было прощание. Монеты, как он понял, не предназначались для хранения. Они предназначались для кого-то другого. Может быть, для семьи, которая не получила утешения. Кенджи осторожно вернул все обратно в коробку, обращаясь к каждому предмету с благоговением. Вес его не был золотым. Это была история, горе и любовь, которые пережили бесконечное терпение моря. Когда солнце пробилось через туман, Кенджи стоял на берегу, коробка в руках. Он вернулся домой. «Сказать это за тот сама...» «О», — сказал он сонно тихо. Другие не ответили, но их молчания было достаточно. Впервые за годы Кенджи ощутил, как мир опускается на него спокойствием. Некоторые истории, подумал он, не о том, что вы находите, а о том, кого вы находите. На следующий день утром Кенджи привел коробку в местный музей. Эксперты подтвердили, что она, вероятно, принадлежала потерянному грузовому судну Второй мировой войны, которое исчезло около побережья. Письмо, как говорили, сохранят для семьи, если она найдется. Пока Кенджи подписывал бумаги, он почувствовал странное сочетание гордости и печали. Вечером на берегу Кенджи наблюдал, как море возвращает прилив. Пустое место, где он нашел ракушку, теперь было голым, только гладкие камни и водоросли. Кико сел рядом с ним. Хвост лениво подрагивал. «Море возвращает, когда готово», — прошептал он. И он подумал, что на этот раз он точно понял, что это значит.